Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. А также заглядывайте в раздел «Шортс» и в раздел «Сообщество». Это когда вы заходите на канал, наверху находится большое количество перечень разделов, так, и вы заглядываете в шортс и в сообщество, там вы увидите много узорчиков уже в готовом виде. Если узорчик вам нравится, нажимаете на ссылочку и посмотрите полное видео, как связать данный узор. Отдельный привет, слова благодарности я говорю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за просмотры, за лайки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, на канале есть узоры с такими ниточками, даже с такой палитрой, но и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не вязал из таких ниточек, знакомьтесь. Называются они Ярнард Виолет. Моточки по 50 грамм, в 50 граммах, смотрите, находится 282 метра. Это получается стопроцентный мерсеризированный хлопок. Сразу же, пока не забыл, назову вам цвет 4939. Он такой нежно-мятный такой цвет. И нам советуют производители, смотрите, брать крючок, вот, написано 2,5 миллиметра. Ну, я данную пряжу уже вязала под свою плотность, под свои узорчики. Я беру двоечку. Вот. Мой крючок, сейчас он, двоечка. Вы, в свою очередь, берете, можете такую пряжу, можете другую пряжу брать, потоньше, потолще, неважно. Все узорчики универсальные, попробуйте связать из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Возможно, из вашей пряжи он будет выглядеть намного выигрышнее. Самое главное, точно так же прочитайте инструкцию правильно, да, и подберете крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, конечно, немножко бледная, но какая есть. Но, с другой стороны, она разноцветная и все в ней понятно. Поэтому, кто умеет работать со схемками, работайте самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, и у вас обязательно получится. Но при этом смотрите на схемку. Провяжем с вами элемент. Посмотрите, как он обозначается в схемке. Угу. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 15 петелек. Я буду вязать четко по схемке. Здесь представлены 2 раппорта и дополнительно 9 петелек. Итого 2 раппорта 30 воздушных петелек плюс 9 39. Значит, я набираю 39 воздушных петелек. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 39 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее, смотрите, с новичками мы сделаем вспомогательный ряд, чтобы в воздушных петельках они не запутались, опытные мастера не запутаются, а новички могут запутаться. Поэтому сделаем столбики с накидом. В столбиках мы точно не потеряемся. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Это будет наш столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Столбик с накидом. И вот так вот шагаем в каждую петельку цепочки. Так, не пропускаем, ничего лишнего не провязываем. В каждую петельку провязываем по одному столбику с накидом. При этом сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я, получается, набрала 39 воздушных петелек. У меня должно получиться 39 столбиков с накидом. Ничего сложного. Смотрите, первые вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязывали, это столбик с накидом, имитация. Считаем за столбик. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно провяжем до конца ряда, это несложно. А в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы с новичками провязали наши столбики. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику. Итак, смотрите внимательно. Для начала делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2. Итого получается здесь у нас 6 воздушных петелек. Теперь смотрите внимательно. 2 накида. Возвращаемся вот к нашему первому столбику. Нырнули, вытянули ниточку. Смотрите. И провязываем, получается, 2 петельки. 2 петельки, стоп. Дальше мы не провязываем. У нас, по идее, если бы мы провязали бы до конца, был бы столбик с 2 накидами. Но мы 2 петельки оставляем. Теперь смотрите, что делаем. 2 накида. Теперь будьте внимательны. Мы вот в этих наших столбиках, которые мы с вами провязали, да, должны пропустить 4 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик нырнули. Вытянули ниточку. Теперь смотрите, как провязываем. 2 петельки. 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Еще раз. 2 накида. Сюда же, в этот же столбик нырнули еще раз. Провязали 2 петельки. 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. Еще раз 2 накида. Сюда же нырнули, вытянули ниточку. И точно так же 2 петельки. 2 петельки. Стоп. Теперь смотрите, какая у нас с вами задача. Мы провязываем 3 вот эти первые петельки, так, от наших столбиков. И от самого первого столбика, который провязывали, у нас осталось 2 петельки на крючке. И теперь 2 петельки вместе фиксируем. Вот. Вот что у нас, по идее, должно получиться. Вы пока повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Дальше делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь наша с вами задача сделать точно такой же, получается, столбик. То есть 3 столбика с общей верхушкой. Ну, либо листик назовем, да. 2 накида. Возвращаемся опять в этот же столбик. И провязываем наш листик. 2 петельки, стоп. Держим на крючке. 2 накида. Сюда же вернулись. Точно так же второй столбик провязываем. И точно так же третий столбик провязываем. Получается у нас столбики все будут с 2 накидами. Поняли, да? Теперь 2 накида, будьте внимательны. Пропускаем опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й нырнули, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, стоп. И вот сейчас провязываем опять все вместе петельки. До 2 петелек на крючке. И 2 петельки зафиксировали. Вот у нас по итогу получается. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Теперь смотрите, мы возвращаемся сюда же, в этот же столбик, провязываем не до конца столбик с 2 накидами. 2 петельки, стоп. 2 накида. Опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й делаем точно так же. 1 столбик с 2 накидами провязываем не до конца. Теперь провязали 2 петельки вместе и зафиксировали. Вот такая картина получается. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале мы возвращаемся сюда, провязываем 1 столбик с 2 накидами, но не до конца, да? А дальше мы пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й провязываем листик. Листик, получается, у нас состоит из 3 столбиков с 2 накидами с общей верхушкой. То есть схемка перед вами. Не теряйтесь, не тушуйтесь, просто повторяйте по схемке, чтобы не запутались. Когда поймете принцип узорчика, можете уже схемку менять. Итак, провязали 3 первых столбика и 1 вот этот столбик, а теперь зафиксировали 2 петельки. Угу. И идем точно так же дальше. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Теперь сначала мы возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и делаем листик. 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же вернулись. 2 петельки, стоп. 2 накида. Сюда же вернулись. 2 петельки, стоп.
Теперь 2 накида и перепрыгиваем 5-4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. И здесь провязываем, получается, 1 столбик с 2 накидами, но тоже не до конца. Все петельки вместе до 2 петелек на крючке провязали и зафиксировали. Угу. Вот у нас здесь также было 2 листика. Вот эти 2 листика есть. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Возвращаемся вначале в этот же столбик. Набираем, получается, петельки для нашего столбика. Здесь у нас будет 1 столбик с 2 накидами. 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. Провязываем точно так же 1 столбик с 2 накидами. Теперь в начале 2 петельки и зафиксировали. Угу. И идем дальше. Опять у нас 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В начале мы возвращаемся сюда же 1 столбиком с 2 накидами. Провязываем не до конца. 2 накида. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5 мы провязываем наш листик. 1 столбик. 2 столбик. И 3. Провязали 3 первых и 1 последний, зафиксировали. Угу. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять делаем листик. 2 накида в начале 1 столбик. 2 накида сюда же 2 столбик. 2 накида сюда же 3 столбик. Столбики не до конца, поняли, да? А теперь смотрите, мы делаем 2 накида, и здесь в конце ряда пропускаем всего лишь только 2 столбика. То есть мы с вами делаем все точь-в-точь как по схемке. 2 столбика пропустили, и здесь у нас были 3 петельки подъема, имитация столбика с накидом. Вот сюда мы провязываем наш последний столбик, 2 петельки, стоп. И теперь провязываем опять все петельки за один раз до 2 петелек на крючке и 2 петельки на крючке. Вот так вот с вами вместе дружно мы провязали вот такой первый интересный ряд. Как вам? Не думаю, что у вас получилось точно так же, возможно, даже лучше. Идем дальше. Так, для начала делаем 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. 4, потому что это имитация столбика с 2 накидами. Поворот, 2 воздушные петельки по узорчику. Итого получается 6 воздушных петелек. Теперь 2 накида. Вначале возвращаемся сюда же, в эту же верхушку, и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 петельки, стоп. 2 накида, перепрыгиваем в следующую верхушку и провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Так, провязали 2 петельки и затем зафиксировали. Вот так первоначально получается у нас. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале мы возвращаемся сюда же и провязываем вот точно такой же листик. Так, у нас будут 3 столбика с 2 накидами с общей верхушкой. 1. Сюда же вернулись точно так же 2. Сюда же вернулись точно так же 3. Теперь 2 накида и перепрыгнули в следующий, получается, столбик. Здесь у нас будет 1 столбик с 2 накидами. Теперь 4 петельки провязали вместе и потом 2 вместе зафиксировали. Вот что у нас получается вот так вот изначально. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале мы одним столбиком возвращаемся сюда же. Так, все столбики с 2 накидами, все столбики провязываем не до конца. А вот здесь мы за эту верхушечку будем провязывать вот такой же листик. То есть 3 столбика с 2 накидами, провязанными не до конца, с общей верхушкой. 1 сюда же, 2 сюда же, 3. Теперь провязали 4 петельки вместе, а затем 2 петельки зафиксировали. Угу. Вот такая как бы звездочка получается, и с двух сторон идут вот такие вот листочки. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. 2 накида. Сюда же вернулись, провязали 1 столбик с 2 накидами не до конца. 2 накида.
В следующий, получается, столбик, ну, в следующую верхушечку провязываем столбик с 2 накидами, 2 петельки, зафиксировали. Угу. Теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Повторяем точно так же вот такой наш листочек сюда. 3 столбика с 2 накидами. 1. Сейчас, секундочку. 2 накида. Сюда же. 1, 2. Стоп. Дальше точно так же сюда второй столбик такой же. И сюда же третий столбик. Дальше 2 накида. В следующий столбик мы провязываем всего лишь только один столбик с 2 накидами. Провязали 4 петельки, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале вернулись сюда же одним столбиком, так? А вот здесь, получается, провязываем точно так же. Продолжаем наш, как бы, ну, листочек. Назовем листочек. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Теперь провязали 4 петельки вместе и 2 вместе зафиксировали. Понятно? Опять точно такая же, как бы звездочка получается. Опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале вернулись сюда же одним столбиком. Перепрыгнули в следующую, получается, верхушечку тоже одним столбиком. 2 петельки провязали вместе, 2 вместе. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале вернулись сюда же продолжением листика. То здесь у нас будет продолжаться листик. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. А вот теперь смотрите, провязываем, получается, ну, вначале набираем 2 накида. И наша с вами задача, смотрите, мы здесь провязывали 4 воздушные петельки подъема и 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2 пропускаем. И вот наша 4-я петелька подъема. И в нее провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. А теперь все наши петельки 4 вместе и зафиксировали. И вот так вот мы с вами вместе дружно провязали второй ряд точь-в-точь по схемке. Я надеюсь, у вас получается так же или даже лучше. Идем дальше. Давайте. Итак, продолжаем дальше. 3-й ряд. Точно так же 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Имитация столбика с 2 накидами. Поворот. 2 воздушные петельки по узорчику. Итого у нас здесь 6 воздушных петелек. Теперь 2 накида. Вернулись сюда же. Провязали столбик. Один получается у нас здесь будет столбик с 2 накидами. 2 накида. В следующий столбик тоже будет один столбик с 2 накидами. Провязали вместе и зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Точно так же вернулись сюда в начале, в этот же столбик, провязали столбик с 2 накидами, не до конца. 2 накида, и вот получается следующая наша верхушечка. Здесь тоже будет один столбик с 2 накидами не до конца, 2 петельки вместе, потом зафиксировали. Вот очередная как бы звездочка наша, так. Дальше 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Мы продолжаем вот наш листик, так, то есть верхушечку эту провязываем 3 столбика с 2 накидами не до конца. 1, сюда же 2, сюда же 3. А теперь переключаемся вот на следующий наш столбик, и мы должны повторить точно так же. Видите, листик, листик, и мы повторяем здесь листик. Итак, за верхушечку беремся, провязываем 3 столбика с 2 накидами не до конца. 1, 2 и 3. И вот столько петелек у нас получается здесь сейчас. Мы провязываем первые 6 вместе, а потом 2 фиксируем. И у нас получается вот наши листики с одной стороны, получается, шли, оп, так, и с другой стороны, и вместе соединились. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4.
Вначале возвращаемся сюда же, провязываем 1 столбик с 2 накидами. Дальше 2 накида и переключаемся на следующую верхушку и провязываем тоже 1 столбик с 2 накидами. 2 петельки вместе и зафиксировали. Угу. Идем дальше. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять же, вначале вернулись сюда, как бы нашу звездочку делаем, да? 1 столбик. Переключаемся на следующий, получается, на верхушечку. Провязываем точно так же 1 столбик, 2 петельки вместе, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И здесь мы опять будем соединять 2 наших листика с этой стороны и с этой стороны. Поняли, да? Итак, 2 накида. Вначале в эту верхушечку шагаем, провязываем листик. 1, сюда же. 2, сюда же. 3. 2 накида. Переключаемся на следующую, получается, верхушечку и набираем еще один листик. 1, 2, 3. Провязали 6, получается, петелек и 2 зафиксировали. Опять наши листики, видите, встретились. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале шагаем сюда же, провязываем 1 столбик с 2 накидами не до конца. Следующая верхушка еще 1 столбик с 2 накидами не до конца. 2 петельки вместе, зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Опять же, вначале вернулись сюда же. Столбик с 2 накидами не до конца. А теперь смотрите, точно так же мы провязывали 4 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. 1, 2, 2 петельки пропустили. И вот наша 4-я петелька подъема, в нее столбик с 2 накидами не до конца. 2 петельки вместе и зафиксировали. Все. Мы с вами провязали вместе 3 ряда. То есть вот что у нас получается. Принцип как бы немножечко становится понятным, да? Вот такой вот у нас зигзаг получился из больших вот таких вот листиков. А между ними просто обычные столбики с 2 накидами. Идем дальше. Итак, идем дальше. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Имитация столбика с 2 накидами. Поворот. Дальше здесь получается у нас идут 2 воздушные петельки по узорчику. 1, 2, итого 6 воздушных петелек. Теперь 2 накида. Возвращаемся сюда же 1 столбиком. Есть. Шагаем дальше 2 столбиком. То есть здесь по 1 столбику. 2 петельки вместе и зафиксировали. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Вначале мы возвращаемся сюда 1 столбиком, да, формируется звездочка. А вот там, где верхушка у нас была из 2 листиков, мы здесь будем делать, смотрите как, вначале листик 1, 3 столбика с 2 накидами, 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Провязали вместе до 2 петелек и 2 петельки вместе. Так, теперь 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И возвращаемся сюда же опять листиком. Наши листики будут расходиться в разные стороны. Итак, набираем петельки. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Дальше. В следующий, получается, верхушечку вот сюда провязываем 1 столбик. Есть. Провязали 4 петельки, зафиксировали. У нас получается, вот здесь сошлись, так, наши листики. Здесь они будут расходиться. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И получается, возвращаемся сюда же и провязываем 1 столбик. 2 накида. Идем дальше. В следующую, получается, верхушечку провязываем 1 столбик. Столбики с 2 накидами провязаны не до конца. Угу. Ну что получается?
Дальше опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Вначале возвращаемся сюда же, как бы звездочка наша формируется одним столбиком. А вот там, где были наши два, получается, листика соединялись, мы точно так же их будем провязывать раздельно, то есть они разъединяются. Также набираем петельки для наших листиков. Раз. Сюда же. Два. Сюда же. Три. Так. Теперь провязали 4 петельки и 2 зафиксировали. 4 воздушные петельки. Получается, сюда же опять возвращаемся листиком. Здесь у нас будет листик. Раз. Два. Три. А в следующую верхушку всего лишь только один столбик. Провязали и зафиксировали. Вот опять наши листики разошлись. Видите, здесь разошлись и здесь разошлись. Дальше. 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Сюда же вернулись одним столбиком. И в следующую верхушечку тоже будет один столбик. Так. Провязали, зафиксировали. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Вернулись сюда же одним столбиком. И заканчиваем наш ряд. Опять 4 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Вот 2 петельки пропускаем. Будет 4-я петелька. И мы в нее провязываем столбик с 2 накидами не до конца. Также в начале 2 петельки и зафиксировали. Если внимательно посмотрите, то вот этот вот 4-й ряд точь-в-точь повторяет наш самый первый ряд. Просто мы его сместили в шахматном порядке. Поняли? Вот наши 2 листика. Вот наши 2 листика. Вот наши 2 листика. Вот наши 2 листика. То есть дальше в следующем ряду у вас будут листики соединяться друг с другом. Вот они. Соединяться будут друг с другом. А в следующем ряду они соединятся. Поняли? То есть они вот здесь вот у вас соединятся. То есть получается сам по себе вертикальный раппорт узорчика 3 ряда. Раз, два, 3. Дальше смещаете в шахматном порядке и опять раз, два, 3. Поняли, да? А потом через 6 рядочков. Раз, два, 3, 4, 5, 6 вы начинаете провязывать точно так же, как и самый первый ряд. Поняли? И за счет этого у вас листики будут формировать ромбики. Вы увидите. То есть будут такие вот ажурные интересные ромбики. Схемка перед вами. Давайте попробуем связать самостоятельно, потому что из ряда в ряд все элементы повторяются, ничего сложного нет. Вы уже поняли, как провязываются листики, как провязываются все наши столбики. Давайте увеличим бородец на несколько рядочков, да, но хотя бы еще один вертикальный раппорт провяжем, посмотрим, что в итоге получается. Я думаю, что получится очень красиво, ажурно, симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Вот так вот на контрасте, если смотреть, смотрите, какие большие высокие ромбики получаются. Поняли, да? Узорчик у нас, смотрите, двусторонний. Выбираете любую сторону, какая вам нравится больше, такая будет лицевой. Вот, все, ничего сложного. Вот он, ромбик, видите? Тут получается часть ромбика показали, тут другая часть ромбика тоже показали. Вот они, 2 полноценных ромбика, поняли, да? И вот так вот узорчик растет, растет. То есть, когда принцип узорчика понятен, да, то вообще ничего сложного нет. Как вам? Вот такой легкий, незамысловатый ажур, двусторонний ажур. Из данных ниточек это будет очень красивое летнее изделие. Это может быть маечка, топик. Ну да, сильно дырявчато, но, так скажем, либо спинка может быть открытая, да, либо животик может быть открыт, то есть вполне возможно. Опять же, на лето это может быть туника, это может быть парео, почему бы и нет, согласитесь, да? Если это связано из демисезонных и зимних ниточек, это может быть ажурный шарфик, это может быть палантин, это может быть ажурная кофточка, ну, тоже жилеточка и так далее, и так далее. Из моей пряжи вот так вот чуть-чуть тянется,
узорчик, и вот так вот чуть-чуть тянется. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, у всех все может быть по-разному, поэтому обязательно провязывайте своей рукой, своей пряжей, своей плотностью вязания, своим крючком. Здесь получается 39 воздушных петелек, ну вот у меня это будет вот 12,5 сантиметров. И здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядочков. Самый первый мы с новичками набирали, это будет 10. Посчитаем все вместе. Так, это у нас получается 13 сантиметров. Вот. Узорчик растет очень быстро, потому что очень много воздушных петелек. Он очень легкий. Да, конечно, из тоненькой пряжи и тоненького крючка, конечно, процесс идет чуть-чуть помедленнее. Но в любом случае узорчик растет быстро. Как вам? Я, если честно, такой узор еще не видела. Поэтому, если вы уже вязали данным узором, что-то рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, из какой пряжи. Нам будет очень интересно. Ну или просто подбрасывайте идейки, мы будем читать и вдохновляться. Да? Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно комментируйте, потому что комментарии помогают продвижению канала. Заранее вам спасибо большое. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Чтобы не пропустить новинки, нажимайте на колокольчик, вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Ждите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.